Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 9-я серия Код Гиас, Восставший Лелуш. Начали. Наконец начинается расчистка Эпизод завала 9. на месте бывшего отеля Дворец собраний Кавагучи. А как он Прошло называется? более 2 недель с тех пор, как Зера объявил о существовании ОЧР, а мы до сих пор не знаем о его настоящей личности. Разве не отследили их путь побега? Они сбежали, воспользовавшись железной дорогой. А где это она спит? В школе, что ли? Это что, люстра? Люстра. Служанка с... Кален, то есть молодая госпожа, простите, что разбудила вас. Опять? Простите, на этот раз стремянка сломалась. Быстро прибери здесь. Мне в школу скоро уходить. Ну и гонор. Молодая госпожа, вы в последнее время часто ходите в школу. У вас появились друзья? Тебя это вообще не касается. Ничего себе. Уходи уже, пожалуйста. Там что, на фотке была маленькая Кален со своим братом и та... Знаю, что это гуманитарная помощь, но давать ее 11-м пустая трата. Поэтому я и продаю ее вам, верно? Все-таки, чем меньше 11-х, тем лучше. Вот сволочи, гуманитарную помощь. Я переведу оплату на счет вашей жены. Твари. Принцесса Корнелия, воин. Такие вещи ее совершенно не интересуют. А кое-кого очень даже. Свет! Включите свет! Что происходит? Вам хана. Вы! Орден Черных Рыцарей. То идиотка. Лоханулась. Ты на себя не похожа, на уроках спишь. Ну, понимаете. Почему бы тебе не взять пару уроков у Лелуша? В деле спания на уроках он эксперт. Он сейчас спит. Да ладно. Без понятия, чем он занимается из ночи в ночь, но теперь он на половине уроков дрыхнет. Ну, у него полно работы. ЕС начинает наступление вдоль линии фронта Балиаламения. Yes. И задерживаться здесь, в зоне 11, нам тоже нежелательно. И я хочу все уладить здесь и поднять статус этих земель до полноценной сопредельной зоны. Поэтому нашим приоритетом является не только искоренение террористов, безудержно растущая популярность наркотика рефрен. Среди 11-х Наркота. тоже очень серьезная проблема. Она уже вызвала существенный спад в производстве. Нам нужно перекрыть наркотрафик из Китайской Федерации в Кисю. Из Понимаешь? Китая. Да, будь осторожна. А ты не покидай пределы поселения, хорошо? Сестра, насчет ОЧР. Пока позволю им еще какое-то время делать, что хотят. По крайней мере, это я им задолжала за твое спасение. О, Но как. как только я вернусь, Она души. когда я наведу порядок в этой зоне, отдам ее тебе. Она души не чает Поэтому не думай об этих опасных делах. своей сестре. Хорошо, Ефи? Но она ее просто обожает. Она ее просто... Потому что он сын императора Британии. О, как. Что напомнило мне, вы ведь тоже его дитя? Но сейчас... Когда он говорил со мной, было ли в его словах нечто большее, чем должен был сказать Зера? Сузаку, что бы ты об этом подумал? О деяниях Зера и обо мне. Она уловила намек в его словах. Но она убитая. Блин, жить двойной жизнью — это вам не сахар. Еще как. Давай, Сузаку, держи его крепче! Дубина, Сузаку, прекрати! Стой, я требую прекратить! Что происходит? Прости, Лелуш, но это приказ начальства. Да ты и сам в восторге и надо мной смеешься! Кончай вертеться! Что они с ним делают? Доброго вам утра. А это что? А тебе разве не сказали? Приветственная вечеринка в честь Артура. Ага. Да уж, мирно здесь. Мораторий не повод отказываться от радости жизни. Я и для тебя наряд приготовила, Кален, гляди! Можешь даже выбрать любой, который тебе Нифига понравится. себе наряды. Что? И мне тоже? Кален не нужен маскарадный костюм. Она и так носит маску. Какой хитрый гад. Пойти работать на ТВ не хочешь? Спорим, ты был бы популярен. А вы что скажете, уважаемая телезвезда? Точно, кому же знать, как не ей? Может, хватит уже подкалывать меня на эту тему? Слава не принесла ничего, кроме менингита. День и ночь нас преследуют люди со своими расспросами. Даже в бане. Йоу. Уже неделю мы из школы даже носа высунуть не можем.
Не могу понять, почему и нам нельзя покидать школу. Ради дружеской солидарности. Как сказано в Троецарствии, может, мы и родились в разные дни, но умереть желаем вместе. Это предложение? Я говорю, что мы умрем вместе. Ну и злюка. Да, Сузаку? Я так рад. Я просто счастлив, что мы вот так можем быть вместе. Не, ну, Судзаку... Да ты чего? Нам же положено веселиться, да? Ну, Судзаку... Но это нам и нравится в Сузаку. Хотя, хотелось бы, чтобы он лучше понимал намеки. Двойные стандарты. Простите за это. Думаешь, что это смешно? Правильно. Я помогла всех спасти. С момента нашего эффектного дебюта в истории с захватом отеля, Ещё какого? имя черных рыцарей ураганом неслось по миру. Как и объявил в своей декларации Зера, черные рыцари были защитниками слабых. От террористов, которые прикрывались мирными жителями, от излишне грубых военных и даже от политиков-коррупционеров, от алчных корпораций и преступных синдикатов. Все зло, что не было осуждено законом, каралось нами. Ё. В мгновение ока мы стали героями. Число наших сторонников росло как на дрожжах. Мы даже опять получили несколько найтмеров. Конечно, люди не признавали нас публично, потому что... Хватит изображать черного рыцаря! Почему? Мы не должны говорить плохо о Британии. Мы же 11-е, не забыл? Потому что наш лидер Зера убил принца Кловиса. Многие из числа наших товарищей хотели узнать, кто он на самом деле такой. Я и сама хотела. Но я чувствовала, что если мы будем на него напирать, он исчезнет. Ну, поэтому он и носит А маску. без него, думала я, мы будем бессильны. Знаешь, в последнее время я тебя почти не вижу. Правда? Точняк. Ты цела? Я не понял. А тут что, лесбийская тема снова? С чего бы народу поддерживать тех, кто спас Юфемию? Даже Киото сообщили, что отдают ОЧР Гурен МК-2. Этим самопровозглашенным Робин Гудом? Они даже в сопротивлении не состоят, и убийство Кусакабы доказывает это. Подполковник убил себя сам, разве нет? Есть слухи, что они не пытались его остановить. Подполковник Тода, мы не можем все оставить так. Подполковник Тода. Видимо, это очень крутой тип. Очень. Я прямо... Госпожа Кален! Госпожа Кален! Это ее дом? Глава? Хотела передать тебе кое-что. Куда мне проводить посетительницу? В гостиную или, возможно... В мою комнату. Как пожелаете. О, когда я услышала, что у тебя гости, то была уверена, что речь идет о парне. Ты возвращаешься под утро и прогуливаешь школу, не говоря уже о визитах в гетто. Тебе повезло, что твой отец в данный момент на родине. Зова кое-чьей крови не победить, да? Это ведь ты у нас на полную катушку наслаждаешься отсутствием отца, не так ли? Что я наделала? Что я наделала? Да что с тобой вообще такое? Простите меня, госпожа. Простите. Право же, какая ты никчемная. Только телом торговать и умеешь. Это что? Непростая у тебя дома жизнь, да? Еще какая? Так что ты хотела мне отдать? Что за? Дедуля попросил отдать тебе это. Директор школы? Твой табель успеваемости со средней школы. Я подумала, что не стоит отдавать тебе его в школе. Так теперь ты знаешь мой секрет. О моем смешанном происхождении. О-о, попали. Та женщина, которую ты видела, это моя мачеха. Моя настоящая мать, та служанка-идиотка, которая разбила вазу. Да ладно. Твой отец. Он глава рода Штатфилд, верно? Мать была такой дурой. Теперь с ней обходится как с прислугой. Не доверяют выполнять никакой важной работы. Как бы ее ни оскорбляли, она лишь улыбается, как ни в чем не бывало. Ей ведь не обязательно было работать именно в этом доме. Она просто цепляется за своего любовника. Да она тут ради тебя. Ты ненавидишь свою мать? Она вгоняет меня в тоску. Эх, непростой разговорчик получился. Подумать только, жена, дочь и любовница живут под одной крышей. Нет, все не так. Мы все живем вполне сносной жизнью, еще и бесплатно. Ситуация не так уж невыносима. Ну а то. Да ну? Знаешь, некоторые вещи можно вытерпеть по отдельности, но когда они накапливаются, в конце концов сломят тебя. Это правда. Есть такое. Расслабься. Признаю, что люблю разнюхивать чужие секреты, но точно не собираюсь разбалтывать. Это ее...
Так, видимо, она на игле. Видимо, настоящая мать Калин на игле. Вот так при всех разреветься, как ты, стыдоба. Можешь считать меня прямолинейным. Ну, это логично. Ну, все-таки хорошо, что все были спасены. Благодаря Ордену Черных Рыцарей. Ага. Намекает. Если они хотели преступников ловить, шли бы в полицию работать. Почему они этого не делают? Что они не идиоты. Возможно, посчитали, что полиция это не под силу. Точно. Может, полиция пока и неэффективна, но они могли бы попробовать изменить ее. И пока будут менять изнутри, сами окажутся связаны ограничениями по рукам и ногам. Говорить так имеешь право только после того, как сделал хотя бы одну попытку изменить систему. Пока они не попробовали, все их заявления — обычное лицемерие. Лицемерие? Что именно они клеймят как неправильное? Мы даже сами не знаем, какие у них представления о правильном. Их позиция однобокая и самодовольна. А? Только вы вдвоем? Что ж, мне пора возвращаться обратно на базу. Пока. Пока. Интересно. Слушай, Лулу, я тут подумала, если у тебя есть время, может, мы могли бы... Сказал, что ему обратно пора на базу. Чувак, с тобой девушка говорит. Обратно. Имеет в виду, что там он на своем месте. Рефрен? Этот наркотик вызывает у человека ощущение возврата в прошлое. Судя по описанию, должен продаваться на ура. Все ностальгируют по временам до британской оккупации. Так вот как это работает. Наркотик нацелен на покупателей японцев. Мы не можем его игнорировать. Выдвигаемся сразу же после техобслуживания Бураи. Снабжение улучшилось, и я слышала, что многие хотят вступить в наши ряды. Черные рыцари стали популярны, да? Ну, мы же стражи справедливости. Я свяжусь с тобой, когда достану боеприпасы. Давай, 11-й, скажи что-нибудь! Давай извиняйся, проси прощения! Ведь поклоны 11-й умеют лучше всего, да? 11-й. Лилуш молодец. Лилуш. Их 5. Тебе ни за что не победить. Так мне стоять в стороне и смотреть? Да! Присмотрись внимательно к избиваемому 11-му. Предположим, мы ему помогли, и он победил. С завтрашнего дня он уже не сможет здесь ничего продать. Он сам решил стать рабом у британцев. Такова плата за возможность работать в поселении. И пусть. У вас какие-то проблемы. Жалеем бедняжку 11-го. Не, они тоже хотят подключиться к веселухе, правда? И в мыслях не было. Но вы ведь сами уже устали издеваться над 11-ми, да? Ага, не по приколу. Ну и чё, пойдем поиграем? У меня бабок нет. Быстро же им все надоедает, да? Вы в порядке? Британская школьница. Могу я предложить вам что-нибудь? Как насчет калифорнийского хот-дога? Это ваш парень? Буду рад ему что-нибудь предложить. Если хотите, у меня и мороженое есть. В каком-то отношении Зона 11 выигрывает по сравнению со старой Японией. Как это? Благодаря вхождению в число британских колониальных зон, ее военное и экономическое положение стали стабильнее. 11-е даже могут получить полноценное гражданство, если будут следовать законным процедурам, верно? А дальше это уже лишь вопрос чести. Хотя я понимаю, почему они придают этому значение. Зная все это, что думает Лилуш Ламперуш? Что хочет сделать? Ничего. Да ничего. Знаешь, ты производишь впечатление умного, но не используешь свои мозги. Ширли постоянно сокрушается. Она говорит, что ты умен, но никогда не пытаешься ничего достичь. Иронично. Поэтому я ничего и не делаю. Даже тот 11-й бы понял, что его жизнь будет лучше, если он продолжит бить поклоны британцам. За живое. Думаешь, что весь из себя такой крутой? Строишь из себя критика, смотрящего на мир со стороны? С моей стороны было глупо ожидать от тебя большего. А я еще считала тебя достойным человеком. Он достойнее всех, кого ты знаешь. Хотя... Еще тату. О, видимо, закончились дозы, да? Насчет этого апельсина. Извините, что напоминаю. Это правда, что вы ничего не помните о том, как у нас забрали Сузаку Куруруги? Я и не жду, что ты мне поверишь. Нет, просто. Во время инцидента в Синтику
У меня тоже был провал в памяти. Что? Когда я пришла в себя, мой Сазерленд был украден. Вот эти двое. Но прямо перед провалом в памяти я припоминаю юношу в школьной форме. Докопаются, до правды. Ты думаешь, что это сделал школьник? Я не могу вспомнить его лица, но проверить все же стоит. Вот эти двое докопаются. И чё, блин, этот Зер о себе думает? После всех базаров проломить в Британии, мы только тем и заняты, что легавым помогаем. А разве плохо чувствовать, что люди нам благодарны? Точно, точно. Знаешь, все Тимы уже стали героями. Мы поступаем правильно, да? Ну, ясное дело. Кален. Да что с ней? Сигнал от Зеро. И как он попал внутрь? Заюзал тот же фокус, что и всегда. Закончили паковать товар. Ага. Здесь, как у бога за пазухой. Рефрен. Налет, сволочи. Руки. Работает Орден Черных Рыцарей! Работает. У нас гости! Орден Черных Рыцарей. О, Кален. Найтмер! Вот черт! Издеваетесь? Ну, давайте, идите сюда. Как же Найтмеры круты. Даже один практически неодолим. Таран. Япония! Япония! Да, в следующем месяце я выхожу замуж. Теперь я буду работать в парижском офисе. Ты же пойдешь со мной смотреть на фейерверки? Предоставьте все мне! Японские технологии лучшие в мире! Рефрен. Все решено! Я еду учиться за границу, получилось! Даже. Но когда они накапливаются, в конце концов сломят тебя. Правильно. Накапливается. Именно поэтому я... Осторожно, осторожно. Опасно вот так бегать. И она там твою. Мама? Наото, но в самом деле ты должен присматривать за Кален. Да чего же ты слаба? Ты дала победить себя и британцам, и мужчине, а теперь и наркотикам. Брата больше нет, прекрати! Ого, это что такое? Механизированная полиция? Полиция? Алло. Это разве не полицейский Найтмер? Крышует их? Тамаки? Не в курсах! Когда пробивал тему, был уверен, что... Вот ведь продажная. Полиция защищает торговлю наркотой. Сволочь. Черт, у нее еще в руках мать. Прочь с дороги! Почему? Ты что, ее выбросишь? Ты мне не нужна, но... Ты мне не нужна, но... Ты что, ее выбросить собираешься? Ау, какая сейчас... Вот как сейчас не вовремя. Кален, Наото. Ну, отвлеклась она. Против Найтмера? Беги же! Беги, дура! Я с тобой. Я с тобой. Кален, я всегда буду с тобой. И поэтому ты осталась работать в том доме. Для этого? Ну ты и дура. Ты только сейчас это поняла? Реально? Она только сейчас всосала? Настоящей дурой была я. Это точно. Круто, она кабинку... Кален! Господи, ужасная смерть, конечно, но молодец, она молодец. Ты что, так и не поняла до этого? Я за тебя рада, Кален. Теперь ты можешь быть британкой. Никто не посмеет тебя тронуть. Или луч фиксанул. Ты можешь пользоваться телефоном и даже путешествовать. Так это была ее мать? Неискренние слезы ранят окружающих, а фальшивая улыбка ранит только тебя саму. Это побочный эффект наркотика. Она не может много говорить. Со временем она поправится, но придется запастись терпением. Вердикт врачей. 20 лет. Только дождись. Я постараюсь все изменить к твоему возвращению.
Я создам мир, в котором мы с тобой сможем нормально жить вместе. Поэтому, пожалуйста, прошу тебя. Не сдавайся. У нее... Держись, Калин. У нее мозги уже. Моя доченька. Все, она спалила себе мозги. В крутое яйцо сварила этой наркотой. Буду. Буду стараться изо всех сил. Ну это жесть. Вот честно, жесть. Вот и реально, я очень на самом деле доволен. Они тут затронули очень интересную тему в рамках данной вселенной. Потому что это имеет место быть очень часто. О боже. Нет, не ожидал такой эмоциональной и такой логически построенной серии. Очень грамотно. Вот эта серия на моей памяти самая-самая крутая из всех, что я видел. Очень грамотно построенная история. Очень грамотно, с такими отсылками с одного на другое. Короче, супер. Плюс уникальная составляющая визуала. Великолепно было. Ну, во-первых, хочу упомянуть по поводу ЕС. Начинает наступление. ЕС? Я думал, что все страны Европы под управлением Британии сейчас находятся. Ну, видимо, ошибался. Видимо, какие-то остатки воюют с ними. И Корнелия, видимо, главнокомандующая боевыми силами на месте. Что ж, тут упомянули рефриен. Наркота, которая ориентирована специально на японцев. Наркота, которая включает чувство ностальгии, которая возвращает назад в прошлое. Да, для японцев, между прочим, сейчас самое оно. Тысячи искалеченных и испоганенных жизней этой атакой на Японию. Изменение полностью всего сознания, изменение жизни, изменение профессии, ну и всего. Вот миллион всего. Вот миллион загубленных жизней. И люди просто хотят вернуть назад. Прекрасно. Что ж, поняли, чем травить сволочи бедных людей? Судзаку очень интересно. Мне очень интересно, Судзаку здесь понравился. Судзаку, тут был такой момент, что он до сих пор не может привыкнуть к друзьям. Он до сих пор не может привыкнуть к тому, что к нему относятся как к равному. Он до сих пор не может, скажем так, насытиться обычной нормальной жизнью. Вот, между прочим, Судзаку наконец-то получил того, чего заслуживает любой нормальный человек. Нормальное образование, нормальных друзей. К слову, и офигенную нормальную карьеру в армии. Так, ну без 5 минут. Он жил прямо как эти бедные японцы. И если бы сейчас с ним этого бы не случилось, то что бы случилось, он уже давно бы лежал бы в канаве, между прочим. Да его там, если бы Лелуш тоже бы не включил бы глаз, то они бы уже давно мертвы были. Единственное, что мне до сих пор вот очень сильно раздражает, его идеализм. Вот как так можно, я не знаю. Против своих идти до сих пор я не понимаю. Подполковник Тода. Вот я прямо на него зафиксировался. Сейчас до этого он тоже был в этих сериях, но я прямо чувствую, это офигенный мужик. Вот я чувствую, что он прямо скоро уже даст. Я вот прямо предвкушаю его бой. Ну и самая главная тема этой серии — это мать. Оказалось, что Калин, господи, это было что-то с чем-то. Да. И как все начали. Эшвард пришла, чтобы отдать успеваемость за среднюю школу. Она поняла, что происходит, и нам по-быстренькому рассказали, какова там ситуация, каково семейное положение у Калин. И это был кошмар. Бедная мать, вынуждена прислуживать и терпеть унижение со стороны мачехи Калин, со стороны супруги бывшего ее любовника, мужчины, в которого она была влюблена, чтобы присматривать за дочкой, потому что это дочь, это родное. Я единственное не понимаю, Калин реально не всасывала, что она там ради нее. Вот я реально не понимаю. И как-то глава студсовета сказал, если накапливаться, это рано или поздно тебя сломает. Вот сломала. И людей это ломает. И поэтому она подсела на всю эту фигню, чтобы вытерпевать всю вот эту грязь и дебилизм. Поэтому у нее с рук все валится и все ломается, потому что у нее уже руки дрожат.
И как этот бедный продавец хот-догов, это меня вообще поразило. Человек терпит, чтобы жить хоть чуть-чуть и нормально, чтобы почувствовать вкус нормальной жизни, вынужден терпеть унижение, вынужден терпеть избиение. И после этого он просто вот накапливается, и если этому не давать выход, это не переварить. Кое-что можно переварить, но когда накапливается, не успевая, и когда ты не успеваешь переварить, извини, пожалуйста. Вот что потом происходит. Нет, конечно, это не повод того, чтобы подсаживаться на всякую дрянь. Но что поделать, мы все люди. И я не виню, между прочим, тех, кто на подобную дрянь подсаживаются. Ну что поделать? Мы живем в страшном мире, где происходят просто ужасные вещи с людьми, с которыми не должно это происходить. Ну, может и должно, может кто-то заслужил, но может и не заслужили, и с ними происходят ужасные вещи. С хорошими людьми. Но и вот в итоге вот чем все заканчивается. Больше виноваты те, кто эти создают и кто это продает. Те, кто наживаются на человеческих душах и на человеческих страданиях. Но больше на душах. Вот прямо как в «Джентльменах» было сказано. Вот в фильме «Джентльмены» Гая Ричи. Ваш товар всегда и будет разрушителем миров. Классно было сказано. Да. Ну и они там зачистили один притон. И это была очень сильная сцена. Сперва она увидела этого бедного мальчика, который торгует хот-догами, чтобы как-то себя прокормить. А потом свою мать увидела в этом притоне. Это было вообще вот... А потом Лелуш это зафиксировал. Это была просто великолепная сцена. И великолепно нас к ней подвели просто идеально. Просто идеально подвели. Тут идеальная фраза. Каждая фраза была просто идеальна. Также здесь я заметил сравнение Судзаку с остальными японцами. Что они вынуждены терпеть, а чего он добился? Совершенно случайно. Вот Лелуш в этом прав. Пока он будет там все изменять, он, возможно, и все забудет, и погрязнет, и бог знает, что еще. Лет 50 пройдет, а эти люди до сих пор будут страдать. Вот в этом вопросе я с Лелушем согласен. Я только не согласен с ним в том вопросе, что он это делает не из-за того, что он благородный. Он это делает, чтобы отомстить. Он просто сейчас играет на публику. Он играет на публику. Он знает, как это сделать. Он сейчас достает популярность своим ребятам. Для того, чтобы у него было больше ресурсов. Благодаря его войне, благодаря его борьбе, благодаря его театральности, благодаря его харизме, многие подпольные эти организации уже выделяют им, вот Найтмер выделили, Ночной кошмар, Форма, Убежище. И вот потихоньку вот так он будет набирать людей. Без пиара не получится. Да. И между прочим, по поводу этого наркотика Рефлин. Всегда, везде, где есть страх, угнетение, нищета, везде всегда будет и наркота. Всегда. Потому что люди не могут выдержать нечеловеческих условий. Они больше могут выдержать, если в лесу будут жить, но не могут выдержать эти издевательства со стороны других людей, осознание того чувства, что ты ниже кого-то находишься. И когда тебе это дают каждый день, об этом знать. И физически, и морально. Это уничтожает. Когда все стерли, даже страну, которую учили тебя с детства любить, и ее больше нет, а потом говорят, твоя страна была говно, а ты терпи теперь. Это ломает. И вот доломало. Что ж, это была 9-я серия Код Гиаса, самая лучшая серия на моей памяти пока что. Так что будьте добры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравились, конечно, моя реакция, мои комментарии в конце. И увидимся уже на 10-й серии. Господи, какой погнали. Удачи!